Всем привет, добро пожаловать обратно в пекарню Патрика. Мы возвращаемся к нашему пекарю, который смотрит куда-то вдаль, так романтично. Все потому, что в прошлой серии мы нашли свою родственную душу, и сегодня у нас будет официальное свидание. И с тех пор, как мы с вами расстались, прошло несколько дней, я подзаработала денег, немножечко поменяла нашу обитель, наш дом. Я немножечко тут добавила, сейчас я все вам покажу. А денег я подзаработала, чтобы все-таки наконец-то поставить туалет, потому что он меня замучил, что, в общем, все хотят в туалет, и все от этого мучаются. Мне кажется, от этого меньше посетителей, хотя не знаю, честно. Вот. И то, что нам нужно было купить уже этот генератор кексов наконец-то, потому что пора было уже. Тем более у нас есть витрина, в которую можно как раз поместить эти кексы. Мне кажется, она прям идеальненько будет, потому что все остальное, оно бессмысленно там стоит, очень дешево продается. Я думаю, что хотя бы кексы так будут нормально выглядеть. Какой Патрик наш симпатичненький все-таки, он такой интересный получился. Так вот, давайте посмотрим. Ой, он хочет в туалет. На это мы не будем смотреть. Так вот, он заработал 3500. Сейчас вот что-то два чего-то купили. Смотрите, пирог с бананами и кремом 210, хлебный пудинг за 255. Слушайте, прям неплохо, неплохо. За 9 часов открытой этой пекарни, конечно. Ну да ладно. Ну, в общем, этого нам хватит, насколько я поняла. Я, кстати, все думала насчет туалета. Может быть, все-таки его здесь пристроить и не париться по поводу покупания туалета отдельного. Потом поняла очень простую истину, что если купить туалет, который будет постоянно рядом, ну, в смысле того, что рядом здесь, то его придется бесконечно чинить, мыть, а тот, который снаружи, его не нужно ни мыть, ни чинить, ничего. Так что, я думаю, выбор очевиден. Я тут все ждала, пока расцветет, а оказывается, это уже 3 часа дня, и это просто такая погода. У нас тут осень, тучи, облачно, прохладно. Вот. О, так, киш со шпинатом и луком у нас купили. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Так, я хотела показать вам. Вот такая штуковина у нас теперь есть, да. Я пыталась защитить свои растения, потому что на полную, как это называется, в общем, защиту растений у нас пока нету денег, но хотя бы крышу, потому что тут что-то постоянно что-то было. По-моему, солнце у нас тут светило, много чего было, и что нехорошо сказывалось на растениях. Да что такое? То есть, то. Хочешь? У нас, кстати, вот что нам нужно, так это поменять следующим нашим шагом будет поменять наш холодильник. Забыла, как называется. Это бывает, это всегда бывает. Ой, у нас снова дополнение пришла зевака. Это, ну, как раз, да, это дополнение же было снежной просторы. Так, давайте, как обычно, он тарелки в себя. Надо все, да, давайте, у нас, я думаю, что достаточно уже денег, почини как раз. Мы сейчас купим туалет. Итак, я сделала перестановку. Смотрите, как у нас все получилось. Он заработал достаточно много денег, и у нас теперь есть отдельная ванная, даже с раковиной. Я считаю, это прям победа. Мы купили вот эту штуковину, она настолько гигантская. Я тут играла в пятнашки очень долго, чтобы ее вместить. Это, конечно, какой-то кошмар, но я пока вместила. Это все выглядит вообще не симпатично, не эргономично, ужасно. Но по-другому пока не получится, когда наш Патрик съедется со своей супругой, я надеюсь. Мы все переделаем, перестроим, потому что пока это, конечно, кошмар и ужас, но по-другому пока никак. И вот наш туалетик. Конечно, выглядит не очень тоже симпатично. В общем, наверное, я потом впоследствии все-таки сделаю внутри, но пока нет. Пока будет так. Посмотрим, как вообще персонажи будут туда ходить, не будут ходить туда, будут игнорировать. Не знаю, посмотрим, как все это будет функционировать. Итак, он что-то грустный. Ну, давай уже доешь свою яичницу с беконом, мы будем уже приглашать все-таки даму, потому что если мы сейчас займемся кексами, то это будет надолго. Я все-таки хотела устроить ему свидание. И я хотела свидание, если честно. Я уже пока тут играла без вас, я, в общем, сдерживала себя, чтобы не пригласить на свидание. Она так часто нам звонила еще. Так, пирог с бананом. О, отлично. Слушайте, у нас прям вообще... А что вернулся капитал? Я так и не поняла. Или он сейчас уйдет? Почему так происходит? Я немножко не понимаю. Он не мог вернуться, мы же все потратили.
У нас там тоже что-то хлещет. У нас там унитаз хлещет. Так, надо починить, потому что это единственный у нас есть еще туалет. Все, значит, приглашаем на свидание. Почему она вернулась? Ну, она, по-моему, потом отминусуется. Интересно, это какой-то новый баг интересненький. Так, кто это у нас такая в браке? Вот. У нас тут уже все пропало. Все пропало. Так, пригласи на свой участок, пожалуйста. Небольшой дискомфорт, но я думаю, что сейчас он немножечко. Ага, не надо, потому что бесконечно будет. Там сломанный унитаз. Ну же там будет красиво. Выброси, пожалуйста. О, скоро придет. Так, хорошо. Ага, пришла. Все. Она к нам пришла. Давайте-ка выйдем к ней. Ну, как раз выбросит мусор и придет к ней. Так, у нас тут немножко все подупало. Не надо жаловаться на попить, дать ключи от дома, выразить восхищение. Выражай. Я не против. Делиться не надо жаловаться на счета, ты их не платишь, между прочим. Там, наверное, уже у нас все отключили давно. Удобненько жить на таком лоте. Мы не платим по счетам, по счетам, по счетам. Так, дружелюбные какие-нибудь еще действия, пожалуйста. Вы же вот, любимый рецепт. Давайте. Выкидывай. А куда ты пошла? Вот куда ты пошла? Она пошла восхищаться нашими растениями, да? Он сейчас не выйдет. Так, киш со шпинатом. Хорошо, спасибочки. Все, они поздоровались. Сейчас как-то повеселее, я думаю, будет. Спой ей песенку, пожалуйста. По-моему, от песенки же повышается, хорошо? Так, дружелюбные. Так. Даже сегодня жаловаться на праздник. Нет, поддержи. Праздничное настроение на фоне льющегося унитаза. Это, конечно, ну, у каждого свои приоритеты. Лучше пойти на свидание, чем починить унитаз. Я так считаю, что вполне себе нормально. Ой, про праздник. Про праздник. Обнимашки, обнимашки. Да. Вот, он уже получше себя чувствует. Отлично. Ага. Так, он спел про червь. Хорошо. Мы узнали про нее, так обсудить интересы. Давайте и романтику подключим. Ну, как-то же нужно уже заключить объятия, вручить романтический подарок. А что у нас, помидор, что ли, ей вручать? Что можно ей вручить-то, а? Так, другие варианты. Мгм. Ну, давай заключи в объятия. Мы можем еще что-нибудь сделать? Я не люблю, я сейчас ему на этот, да, обменяйся номерами. Я сейчас ему сделаю вот этот весь ряд, а он потом все по-своему что то делает иногда. Так, мне надоел этот унитаз на фоне, закрою его. Так, хлебный пудинг, отлично, спасибо большое. Слушайте, так у нас такой по-прежнему Нет, вот видите, они ушли. Да, что-то происходит иногда, какой-то полуглюк такой, что возвращается. Что, смущение? Ну что такое? У нас же как-то можно какое-то действие, самокритичную шутку. Ой, слушайте, нас прям начали покупать. Ну что такое? Что-то попросить утешения? Не попроси утешения. Так, ну хотя бы с романтик. Нет, серьезно. Они все смущенные. Я все испортила, да? Так все хорошо начиналось, и так я все испортила. Ну, давайте самокритичными шутками закрывайте это все. Проси утешения. Ой, какой кошмар, я все испортила. Ну, спой, пожалуйста, еще. Ты не дашь номер, да? Нет? Да? Да? Нет? Ну, хоть что-то. Ну, тоже смущённая. Нет? 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 Не дала. Офигеть. Вот так вот. Так все хорошо начиналось. Ну что ж такое-то, а? Я убила всю романтику. Признайся в симпатии, вот и все. Пойдем на отчаянный шаг. И все. И вот честно, после этого все, мы распрощаемся.
Да, я думаю, что она и сама уйдет. Что там так? А вот, попрощаться, видите? Прям чётенько угадала. Она нас отвергла, нет? Да, она нас отвергла. Обалдеть. Серьезно? Да. Ох. Итак, мы снова возвращаемся к нашему несчастненькому Патрику. Вечно он какой-то у нас несчастный, надеюсь, скоро все-таки это поменяется. Но что прекрасно, мы заработали за прошлый день 2300 симулионов. Я считаю, это потрясающий вообще результат, очень даже хороший. Мы купили новый холодильник, что улучшит качество еды, которую мы будем производить. Следующее у нас будет все-таки плита, которую мы улучшим. Я думаю, постепенненько так будем улучшать. Лучше, конечно, бы кровать купить, но, посмотрим. У нас праздник урожая, за счет этого у нас появились гномики. Я переживала, что они будут у нас на другом участке, который жилой, но они здесь. В общем, нужно привести быстренько себя в порядок, уложить всех гномиков. Как бы странно это не звучало. Потому что они нам дадут семена, возможно, какие-нибудь хорошие. Конечно, скорее всего, какую-нибудь фигню подсунут, но иногда у них все-таки бывает прозрение. Но нам вначале нужно уже открыть пекарню, потому что много времени, он что-то заспался сегодня. У нас еще, ну, наверное, еще рано повышать, потому что на следующие 100%. Но давайте пока еще посидим на 50%. У нас еще вполне себе хорошо все идет. Конечно, отдельный туалет и ванна — это потрясающий, опыт и ощущеницы. Э, у нас на самом деле давай грандиозный ужин приготовь. В прошлом, холодильнике постоянно все пропадало. У меня чё-то 1 раз такое, если честно, было. Давай с ветчиной ужин. Заодно мы закроем как бы какую-то часть. Сейчас мы все это приведем в порядок наш, сад и опять попробуем пригласить на свидание нашу барышню. Я все-таки хочу на ней жениться. Я вот такая вот настойчивая. И Патрик тоже у нас настойчивый. Может, он влюбился. И он все-таки хочет. Но нужно, видимо, хорошее настроение, потому что что-то, когда у него было неплохое настроение, все было хорошо. А потом как-то все пошло наперекосяк. И, как-то разладилось. Слушайте, давайте посмотрим, что у нас в профиле персонажа. У нас же есть вот этот профиль персонажа. Что у нас здесь? Гурман, книжный червь, нету данных. А что тут? Обожание. Вот, он ее обожает. Всего потому, что она такая замечательная. Вот. Она замечательная. Давайте ее все-таки как-то... Так, давай готовь ужин. У нас первые посетители. Слушайте, ну, в принципе, наша пекарня очень неплохо развивается, я считаю. Ой, у нас надо помыть это все дело, да? У нас сломался? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас он покушает и все сделает. Помоет, приведет в порядок. Что-то у нас делать столько непроворота, он так долго спал. Да, надо все-таки, наверное, кровать ему покупать следующую. Ну, я думаю, мы за сегодня заработаем. Я что-то давно не пополняла, кстати, наши запасы. Что у нас здесь есть? У нас тут полно всего, причем хорошего качества. Великолепно. Великолепно. Нормально. Великолепно. Великолепно. Все, у нас все отлично. У нас вот этот самый дорогой пока, вот этот хлебный пудинг. У нас уровень повышен, хорошо. Вот, он самый-самый дорогой пока что продается. И он у нас есть, так что все. А куда ты дел грандиозный ужин? Я не поняла. Ты в себя его? А чё такое? Чё он никогда ничего не кладет сюда? Что происходит? Возьми порцию, пожалуйста. Приглашать мы никого не будем? А если мы пригласим? А надо пригласить, да? Грандиозный ужин. Пригласи всех, но никто не сможет прийти. Так, на продажу. Ага, он и не может. Ну ладно. Хотела всех обмануть, перехитрить. Надо переодеться, кстати, а то в пижаме выходить к людям как-то не камильфо. Так, давай кушай, одевай наушники, потому что у тебя уж тут уже и досуг падает. В общем, хотела по-быстренькому все здесь закончить и пригласить барышню, но в итоге ничего не получается быстро сделать, потому что куча всего.
Так, давай ретро. Я люблю ретро слушать. Такая ностальджи по первым частям. Так, и переоденься, пожалуйста, в рабочую форму. Наряды. Смени одежду. Так, у нас второй. Давай. О, у нас еще дождь пошел. Отлично. Дождик, дождик, а внутри дождика, конечно же, нету. Ему страшно. Отлично. И как мы пригласим барышню, если у нас кое-кто боится этого, ее называют, грозы. Так, успокоить гнома. Давай пирог. Давайте всем дадим пирог. Может, повезет. Или кофе. Давайте кофе. А этому еще третий у нас есть. Игрушку. Давайте идем игрушку. Я боюсь, конечно, сейчас все слетит, потому что пока он до этого дойдет момента. Так, все, переставай слушать. Ой-ой-ой, это прям так гром и молния. Слушайте, я люблю такую погоду. Я могу вечно. Ой, класс. Ну, это же так прекрасно. Гром, молния, дождик, лужицы. А вы дома с чашечкой чая. Собственно говоря, я, конечно, сейчас его выгоню на улицу, ну, чуть-чуть. Там есть кусочек крыши, ничего страшного, я думаю. Так, давайте уберем это все дело. Никогда не копаться в этом мусоре. Так, все, помыл, давай иди этих. Ну что, давайте, если что, сразу будем продавать злых. И злой. Продаем. Багаж. Мы, конечно, вроде как не можем этого делать, но мы это будем делать. Тем более 207 миллионов. Так, и что? Ага, у нас хлебный пудинг купили. Вот видите, он очень хорошо идет. И... Вот, хорошо, один у нас добренький. И последний. А последнему мы хотели игрушку дать, вот этому. Давай игрушку ему. Даже интересно. И давай убирай. Тут собрать весь урожай. Все пропали, пожалуйста, пропали. А поливать ничего не надо? До жизни процесс. Вот, отлично. Нам повезло. А другие варианты? Говорить, изучить нет. Поливать вроде не надо. Хорошо. Ну что ж, гномы, мы от вас ждем большого количества этих... ой, какой он. Ну, что, не понравилось? Коматоз после еды, грандиозное блюдо. Испуг, боясь грозы, гроза на улице. Ну, что поделать? Что поделать? Ну, кстати, мы уже можем потихоньку расширять нашу саму пекарню, чтобы народу было полегче. Что-то как-то у нас сегодня не особо продается. Хотя после 9-10 часов открытия вот только тогда начинается продажа. Потому что основные продажи вчера были как раз-таки ночью. Когда Патрик уже пошел спать, я в итоге оставила открытой, потому что невозможно иначе. Иначе вообще ничего не продается, поэтому я оставила открытым. Вот. Ну, что ты там еще? Он все еще там что-то убирает. Слушайте, ну туалетом, кстати, так никто не воспользовался. Ну, конечно, в такую погоду, да, не очень камильфо кого-то выгонять на улицу, на дождь. Нечестно с моей стороны. Ну, ладно. Так. Ну, давай. Что у тебя тут? Ему счастье гнома, счастье дом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Иди сюда потом. Все, давайте ускорим его. О, у нас первый пакетик, первый пакетик. Чего у нас тут? Что у нас тут? Весенний растение? Ну, такой. Нам нужно что-нибудь эксклюзивное, что-то такое, чего ни у кого нету, ни у кого нету. Иначе придется копаться в отладках, потому что я не знаю, где искать эти травы, которые нам нужны для приготовления кучи всего дорогого и хорошего. О, кто-то пошел первый.
Первый пошел в туалет. Отлично. Видите, они понимают, что там туалет и что туда можно ходить. Отлично. Все. Он работает, это главное. Смотрите, у нас закончился дождик. Ну вот. Я думала, это на весь день. Ну ладно. У нас, кстати, опять купили хлебный пудинг, что радует. Видите, 2 покупки, а уже 500 миллионов. Я считаю, это круто. Это новый уровень. О, прям солнце вышло, слушайте, обалдеть. Ну, интересненькая погодка такая вообще. Тут опавшее дерево. Ну, не дерево, а опавшие листья, опавшее у дерева. Красиво, конечно. Это все красивишно, красивишно. А это все копается. Уже вечер, серьезно. А я еще хотела на свидание сходить. Пока мы тут прокопались. Что у нас здесь? Летние растения. Ну, блин. Я так не играю. Давайте что-нибудь все-таки поинтереснее. Спой кому-нибудь. Давайте все-таки пригласим. Он вроде в хорошем настроении. Вот, у него все хорошо. Хотя бы на пару часов. Пусть он ей споет хотя бы про праздник. Ну, в смысле того, что он заодно там, не знаю, что там надо украсить. Украсить надо. Слушайте, надо, наверное, кстати, эту коробку купить. Точно. Давай выбрать праздничные, петь вместе, искать осенние украшения. Отлично, давай, поищи. Чтобы... все, у тебя украсилось, да? Всё. Нет, не иди, не иди. Фу, стой, стой. Твоя дама пришла, а то и так на пару часов. Ну, она опять ушки свои одела. Так, давай иди сюда. Нет, не жалуйся. Поддержи праздничное настроение. Спой ей песню, пожалуйста. Ты же умеешь, ты же у нас вроде как ну, у тебя есть какой-то навык. Жалоба, не жалуйся, не жалуйся. Вот, спой. Давай. Опять дождик начался, серьезно. А вы тогда не можете зайти? Вот, он испугался. Ой, ёшкин кот. Давай уже, беги. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Он обратно сейчас придет? Да? Да, точно. Блин. Посмотрите, как он хлюпает. Прикольно. Они прям все продумали. Слушайте. Так, он испугался, ему страшно, одиноко. Давай, идите сюда вместе. Конечно. Ну, как бы я, конечно, люблю тоже дождь, но вот под дождем стоят вот это вот, ну, такое себе удовольствие, еще и без зонта. Смотрите, вдвоем стоят, уже обтекают. Давайте, идите уже. Блин, он в туалет хочет. Ну, что это такое? Ну, вот как только она приходит, у него что-то случается такое, что ухудшает его настроение. Он не спел песенку ей, да? Поболтать. Ну, просто поболтать. Я вообще-то тебе говорила вызвать чувства. Ты освещаешь мой день, как солнышко. Спасибо, что умеешь. Отлично. Ой. Ой, все, он стал уверенным в себе. Хорошо. Спой, пожалуйста, ей песню. Я хочу, чтобы ты спел ей песню. Я думаю, что это как-то растопит ваши обтекайте, обтекайте. Растопит ваши чувства. Кто там, кто-то заходит. Ну, постоянно сейчас будет кто-то заходить, потому что до пекарни. Но пустить ее к себе надо, наверное, как-то. Вот. Отлично, они спели песню. Так, они что-то дальше общаются, да? Они начали дальше общаться. Давайте ее запустим сюда. Как ее зовут-то? Катарина. Разрешить доступ. Нет, если я сейчас открою, все туда повалят. Ладно, придется здесь стоять. Вся любовь на глазах у окружающих будет у нас. Так, ну слушайте, ну она счастлива, он уверенный. Давайте как-то уже заигрывай, пожалуйста. Давайте уже построим нормальные отношения. Ну что это такое? Теперь хорошие друзья, вот. Ну давайте уже как-то. Все так думают. Вот, отлично, наконец-то, все, они в кокетливом настроении. Это явный признак того, что сейчас все будет как по маслу, как по маслу. Подари ей розу, пожалуйста, подари.
Я вас умоляю, давайте. Ну, конечно, условия у нас не очень, там дождь, тут люди, но настоящим чувствам не помеха. Сексапильная поза. Все, давайте все. Еще раз поцелую руку. Что у нас там еще было? Все, у нас закончилось. Давайте. Несите все. Несите все романтическое настроение. А у нее там музычка играет. Вот. Вот, и розочка ему понравилась. А шафран не понравился, а розочка понравилась. Ну, как бы, вот. Ой, ручки поцеловал. Все, пошло дело, пошло. Прям я скрестила пальчики. Ой, вот гроза — это хорошо. Что он хочет? А, это сексапильная поза, по-моему. Опять ручки. Вот так вот, вот. Вот чего я хотела. Он, конечно, уже немножечко подуставший, но заключи в объятия, пожалуйста. Давайте, чтобы все-таки приложить. Нет, пока рановато. Просить провести меню, хвалить внешний вид. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Ну вот, признайся в симпатии. Я так и не буду спрашивать, есть ли у нее пара, не хочу. Не хочу себя расстраивать. Посли воздушный поцелуй. И первый поцелуй. Я хотела обратить внимание на... О, какая она смешная. Ну, слушайте, она в этих веснушечках. Прикольно. В общем, она очень миленькая. Просто немного многовато, мне кажется, у нее макияжа. Но это такое, мое личное мнение. Ой, я уехала случайно, простите, извините. Так, вроде у них все хорошо. Обнимашки. Так, дальше что у нас? Воздушный поцелуй и впервые целуются. О, как это мило. На глазах у всех. Ну ладно. Он смеется. Ну, радостное событие, радостное, не спорю, не спорю. Так, ну, первый поцелуй-то уже был. Чё вы? Задать рискованный вопрос. Заключи её в объятия. Нет, все, она уходит. Все. Ну и ладно. Так, ладно, сейчас мы приведем Патрика в порядок. Чё ты такой расстроенный? Все хорошо вроде же. Все романтично. А, вот, все. Смешно. Бэкграунд у нас красивый. Вот смотрите. Она недовольна тем, чем он тут занимался, в нашей пекарне. Но я думаю, на такой прекрасной ноте мы можем закончить. Итак, у нас было одно неудачное свидание, было одно удачное свидание. Наша пекарня начала приносить более-менее стабильный, хороший доход. Конечно, от раза к разу он немножко отличается, и немножко больше, немножко меньше, но вполне уже можно на что-то рассчитывать, прокормить семью уже он точно сможет, этот Патрик. Но будем думать над тем, как обустроить нашу жизнь, как впустить в жизнь нашего нового члена семьи. Я думаю, все-таки они поженятся, у них будут дети, как минимум один. Бэбик у них точно будет. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. Вот. В общем, как это все организовать, я, конечно, подумаю. Вот. Пока что останавливаемся на этом. До следующих серий. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.